Вы знали, что у рыб бывают собственные лифты? А что рыбу иногда возят через плотину на грузовике за сотни километров? А что где-то ее буквально выстреливают из пневматической трубы, как посылку? Сегодня вы увидите, что на самом деле спрятано внутри бетонной стены высотой 168 метров, и как через эту машину протискивается существо размером с вашу ладонь. Самое абсурдное решение ближе к концу. Начинается все вот с чего. Рыба год за годом плывет домой, через океан, через сотни километров реки против течения. Она помнит запах родной воды буквально на уровне химии. И вдруг на пути встает стена. Бетонная, выше 20-этажного дома. Течения больше нет, пути больше нет. Дома, кажется, тоже больше нет. Плотина — это не просто перегородка на реке, это огромный технический организм. Вода, сталь, бетон, электричество. И где-то посреди всего этого крошечный рыбий путь, который инженеры пристраивают почти как второстепенную деталь. Хотя именно эта деталь решает, выживет вид или через полвека исчезнет из реки навсегда. На планете стоит порядка 58 тысяч крупных плотин, плюс десятки тысяч мелких, которые никто толком не считал. Каждая перегораживает чью-то реку, каждая ломает чей-то маршрут, отточенный за тысячу поколений. Одни виды справляются и находят обходные пути, другие просто перестают появляться выше по течению. Тихо, без взрывов и катастроф, просто год за годом их становится меньше в верховьях, пока однажды они не исчезают там совсем. Причем проблема касается не только огромных плотин с турбинами и генераторами. Маленькая бетонная перемычка на ручье высотой в метр с небольшим для человека выглядит пустяком. Для мелкой рыбы это может быть точно такой же непреодолимый барьер, как 100-метровая стена, просто в миниатюре. Реки перекрыты не только гигантскими стройками века, они перекрыты тысячами маленьких, почти незаметных препятствий, о которых никто не снимает документальные фильмы. Начнем с устройства самой плотины. Перед ней река превращается в водохранилище. Это Верхний Бьев. Вода там копится, стоит, ждет своего часа. Дальше у нее есть 3 дороги. Первая — водосброс, если воды слишком много и нужно избавиться от излишка. Вторая — водозабор ГЭС. Оттуда вода идет в водовод, разгоняется в трубе до огромной скорости, бьет по лопастям турбины и крутит генератор. Третья дорога открывается уже после турбины. Вода выходит в Нижний Бьев, обратно в русло реки, только уже более медленная и холодная. 3 дороги для воды, ни одной для рыбы, если ее не построить отдельно и специально. Теперь поставьте рядом с этой схемой рыбу длиной 15-20 сантиметров, а рядом плотину Гранд-Кули в США, высота которой 168 метров. Это высота полувекового небоскреба, поставленного поперек реки. Вот и весь масштаб задачи одним взглядом. Зачем рыбе вообще карабкаться наверх? Тихоокеанский лосось рождается в реке, скатывается в океан, растет там несколько лет, а потом разворачивается и идет умирать именно в то место, где вылупился. Иногда преодолевая по реке Колумбия и ее притокам больше 1000 километров. Угорь устроен наоборот. Растет в пресной воде, а на нерест уходит в океан. Причем европейский угорь способен пересечь 1000 километров Атлантики до Саргассового моря. Осетр, сельдь, форель — десятки видов живут только благодаря этому маршруту вверх-вниз, повторяющемуся из поколения в поколение. Плотина встает ровно посреди этого маршрута. Река ниже есть, река выше есть. Связи между ними больше нет. Жизненный цикл вида разрезан бетоном пополам. У лосося это выглядит почти мистически. Рыба, вышедшая мальком из конкретного притока, годами кормится в открытом океане за 1000 километров от родных мест, а потом безошибочно находит именно этот приток среди десятков похожих рек и ручьев. Ученые связывают это со способностью запоминать химический состав воды на молекулярном уровне. Что-то вроде обонятельной карты, впечатанной в память еще в детстве. По пути назад лосось часто вообще перестает питаться, тратя все запасы жира исключительно на дорогу и нерест. Некоторые виды доплывают до цели буквально на последнем дыхании и погибают сразу после нереста. Вся жизнь ради одного финального рывка вверх по течению. Возьмем осетра. В бассейне Волги и Каспия эта рыба нерестилась в верховьях сотни тысяч лет. А сейчас большая часть ее исторических нерестилищ отрезана каскадом плотин. Вода в них не заходит вообще. Или европейский угорь. За последние несколько десятилетий его численность, заходящая в реки Европы, сократилась в разы. И одной из ключевых причин ученые называют именно барьеры на пути миграции, а не только вылов или загрязнение.
Цифры звучат сухо. За ними стоит простая картина. Река была дорогой, а стала тупиком. А высота этих стен сильно разнится от реки к реке. Где-то это скромные 5-7 метров, почти незаметный порог. А где-то, как на плотине Три ущелья в Китае, перепад высоты превышает 100 метров. Это выше знаменитого Ниагарского водопада почти в 2 раза. Для рыбы разница между 7 метрами и сотней – это разница между неприятным препятствием и абсолютно непреодолимой стеной без посторонней помощи. Мало просто прорубить сбоку от плотины дыру и назвать ее рыбоходом. Рыба должна эту дыру найти, а она не умеет читать таблички с указателями. Рыба ориентируется на течение. Она чувствует, откуда идет основной поток воды, и инстинктивно плывет против него. Так работает миллионами лет отточенный механизм навигации. Поэтому у входа в рыбоход инженеры специально создают отдельный привлекающий поток воды, который должен перекрикивать шум остальной реки у плотины. Чем заметнее этот поток на общем фоне, тем быстрее рыба его находит и сворачивает именно туда. Промахнулись с расположением входа, и все сооружение превращается в дорогой бетонный сувенир. Рыба часами, а иногда сутками мечется у турбинного водозабора, теряет силы, сбивается с курса и часто так и не находит проход наверх. Главная инженерная проблема современных рыбоходов прячется именно здесь, на входе. Лестница внутри – дело десятое. Самое узнаваемое решение – рыбья лестница. Вместо одного гигантского перепада высотой в 20, 50, а то и 100 метров строят десятки маленьких ступеней. Бассейн. Небольшой порог, снова бассейн, снова порог. Рыба заходит в первый бассейн, отдыхает, разгоняется, преодолевает следующую ступень и так шаг за шагом поднимается на высоту многоэтажного дома, почти не замечая подъема. На знаменитой лестнице у плотины Бонневиль на реке Колумбия таких ступеней несколько десятков, а перепад воды на каждой из них держит в пределах 30 сантиметров. Рыба тратит на весь подъем часы, иногда сутки. Зато вместо одной стены она берет десятки крошечных порогов, каждый по колено. На той же Бонневиль стоят специальные окна для подсчета. Сотрудники и автоматические камеры буквально считают каждую проплывающую рыбу. В отдельные годы через эту лестницу за сезон миграции проходит несколько сотен тысяч особей лосося и стальноголового лосося одновременно. Цифра звучит внушительно, но стоит вспомнить, что еще столетия назад, до появления каскада плотин на Колумбии, миграция считалась на миллионы, и разница между этими двумя числами красноречивее любого вывода. Скорость подъема при этом смешная по человеческим меркам. Лосось проходит такую лестницу со средней скоростью порядка нескольких сотен метров в час, регулярно останавливаясь в бассейнах, чтобы восстановить силы. Для рыбы, которая только что отмахала 1000 километров по реке, эти последние 300 метров бетона могут оказаться самым тяжелым участком всего маршрута. Но лестница подходит далеко не всем. Лосось – прирожденный спортсмен. Он умеет прыгать, часами бороться с бурным течением, проходить узкие турбулентные участки на пределе сил. А теперь представьте угря. У него нет такого взрывного рывка, зато есть змеиная гибкость. Или мелкую придонную рыбу, которая вообще не приспособлена скакать по каменным порогам, поэтому под разных животных строят разные конструкции. Ступенчатые лестницы для сильных прыгунов вроде лосося, щелевые проходы с узкими вертикальными прорезями для тех, кто предпочитает медленно проплывать сквозь спокойный участок, а не штурмовать порог с разгона. И отдельный, самый деликатный вариант – обходной канал. Тут инженеры строят вокруг плотины настоящий искусственный ручей. Камни, изгибы русла, трава по берегам. Иногда такой канал тянется на несколько сотен метров и выглядит как обычная лесная речка. Рыба заходит туда и даже не подозревает, что где-то рядом стоит гидроэлектростанция. Для угря придумали вообще отдельную, почти забавную конструкцию – угреходы. Молодой угорь, в отличие от лосося, умеет ползти по мокрой поверхности почти как змея, цепляясь телом за любую шероховатость. Инженеры этим пользуются, строят наклонный желоб, застилают его дно щеткой из мягкой синтетической щетины, постоянно смачивают водой, и угорь буквально вползает наверх по этим ворсинкам, будто по искусственному мокрому мху. Ни прыжков, ни сильного течения ему для этого не нужно, только мокрая шершавая поверхность и упрямство. Работает ли это так же хорошо, как на чертеже, вопрос до сих пор открытый. Стоит такая инфраструктура недешево.
Крупный современный рыбоход на большой плотине может обойтись в десятки миллионов долларов, и это без учета постоянного обслуживания, датчиков и персонала, который годами следит, действительно ли рыба находит вход. Иногда цена одного удачного прохода для лосося оказывается сравнима с ценой небольшого моста. Для по-настоящему высоких плотин лестница получилась бы нелепо длинной. Километр бетонных ступеней никто строить не станет. Здесь в дело идет решение, которое звучит как шутка, но существует на самом деле. Лифт для рыбы. Рыба заплывает в приемную камеру у самого основания плотины. Через определенное время створ закрывается, камеру заполняют водой, и весь этот объем, вместе с сотнями рыб внутри, поднимается вверх на десятки метров за считанные минуты. Наверху камеру открывают, и рыбу просто выпускают прямо в водохранилище. На некоторых крупных гидроэлектростанциях вся миграция вверх держится на таком подъемнике. Натуральный лифт, только вместо людей в кабине тысячи рыб за один цикл. Есть решение еще более странное на первый взгляд. Рыбу ловят прямо ниже плотины, сетями или ловушками. Загружают в цистерну с водой и кислородными насосами. Везут грузовиком выше по течению, за десятки, а иногда за сотни километров. Выпускает в реку выше препятствия. По сути, рыбье такси. Метод, который применяет там, где строить полноценную лестницу или лифт нет смысла. Слишком высокая плотина, слишком протяженный маршрут миграции, слишком мало рыбы, чтобы оправдать капитальное сооружение стоимостью в миллионы долларов. А есть решение, которое вообще звучит как розыгрыш, пока не увидишь видео своими глазами. Систему называют лососевой пушкой. Рыба заплывает в мягкую гибкую трубу, внутри которой создается перепад давления воздуха. Долю секунды спустя ее буквально выстреливает через трубу вперед и вверх, за препятствие, со скоростью в несколько метров в секунду. Разработчики уверяют, что для рыбы это не травматичнее обычного прыжка через порог, только быстрее и без необходимости строить километр бетонных ступеней. На нескольких станциях в Северной Америке такую систему уже опробовали как альтернативу классической лестнице, там, где место или бюджет не позволяют построить что-то более традиционное. Кажется, что на этом моменте история благополучно заканчивается. Рыба поднялась наверх, отнерестилась, миссия выполнена. Нет. Молоть после появления на свет должна вернуться обратно вниз по реке, в море. И течение делает эту работу почти за нее. Просто тащит вниз, к плотине, прямо туда, откуда бьет основной поток воды. А основной поток воды на действующей гидроэлектростанции идет в одно конкретное место — в турбину. Не стоит превращать эту часть истории в фильм ужасов, где турбина перемалывает буквально все живое подряд, что попадает внутрь. Реальность сложнее. Опасность для рыбы создает целый набор факторов сразу. Сами лопасти рабочего колеса, резкий перепад давления при прохождении через агрегат, турбулентность потока, сдвиговые нагрузки на тело рыбы, полная темнота и дезориентация внутри длинного водовода. Часть особей действительно проходит через определенные типы турбин живой и почти невредимой. Итоговый риск сильно зависит от размера рыбы, конкретной конструкции турбины и режима работы станции. Но для мелкой хрупкой молоди путь напрямую через рабочее колесо — это лотерея с неприятным перекосом шансов не в ее пользу. Представьте сам водовод изнутри. Труба диаметром в несколько метров, полная темноты. Вода несется по ней со скоростью пассажирского поезда. Рыбу в этом потоке крутит, переворачивает, тащит вперед без единого шанса развернуться и выплыть назад. А впереди вращающееся колесо турбины, которое за секунду делает несколько полных оборотов. Именно поэтому инженеры в последние десятилетия проектируют так называемые рыбодружественные турбины. У них увеличивают зазоры между лопастями, сглаживают кромки, уменьшают число самих лопастей, иногда с обычных 5-6 до 3. Каждый лишний сантиметр зазора здесь — это статистически спасенные рыбы, просто их никто не считает поштучно. Есть и более грубый, но действенный прием. Просто временно останавливать конкретные турбины на несколько часов или дней в пик ската молоди, направляя всю воду через водосброс или обходные пути. Станция теряет часть выработки электроэнергии, зато шансы молоди пройти вниз живой заметно растут. Получается прямой компромисс между киловаттами и живой рекой. И в разных странах его решают по-разному. Где-то в пользу энергии, где-то в пользу рыбы. Поэтому перед водозабором ставят решетки и специальные экраны, механическую преграду, которая физически не пускает рыбу к лопастям. Расстояние между прутьями решетки рассчитывают под конкретный вид. Для крупной взрослой рыбы
достаточно широкого зазора. Для мелкой скатывающейся молоди прутья ставят почти вплотную друг к другу. Но решетка сама по себе — это тупик. Рыбу нужно куда-то направить, иначе она просто будет биться о преграду, пока не выбьется из сил. Поэтому рядом с экраном строят обходной канал — байпас. Течение несет молодь к плотине. Экран не пускает ее к турбине. Отдельный направляющий поток мягко уводит рыбу вдоль решетки в сторону, и через специальную трубу или желоб она оказывается уже ниже плотины, целая и невредимая, будто и не было никакой преграды на пути. В итоге внутри одного сооружения работают две параллельные, почти зеркальные системы. Одна создана для взрослых рыб, которые пробиваются наверх, вторая для молоди, которая скатывается вниз. Инженерия в обе стороны одного и того же речного потока, спрятанная внутри одной бетонной махины. Есть и третий путь вниз — водосброс. Рыба может уйти вместе с избыточной водой, которую сбрасывают мимо турбин, когда реке и без того хватает напора. Звучит безопаснее турбины, но и здесь хватает своих ловушек. Высота падения, скорость потока в момент сброса, турбулентность внизу, само место приземления — все это способно травмировать рыбу даже там, где вообще нет никаких вращающихся лопастей. Поэтому на части станций режим работы плотины меняют под период массовой миграции. График сброса воды подстраивают под расписание рыбы. Энергетика на эти недели отходит на второй план. Как вообще проверить, что вся эта дорогостоящая система работает так, как задумано на бумаге? Ученые метят рыбу, вживляют крошечные электронные метки размером с рисовое зерно, расставляют считывающие датчики на входе и выходе рыбохода, ведут акустическое наблюдение под водой, буквально слушая сигналы от каждой помеченной особи. В итоге получается почти детективная история в цифрах. Рыба под номером 182 вошла в привлекающий поток в 9 утра. К полудню миновала 6-й бассейн лестницы. К вечеру оказалась выше плотины в спокойной воде водохранилища. А рыба под номером 183 застряла у 3-го порога, металась там 2 суток и в итоге развернулась обратно вниз по течению. Именно по таким маршрутам инженеры находят слабые места конструкций, которые на чертеже выглядели идеально, а в реальной реке оказались ловушкой. На некоторых крупных станциях таких помеченных рыб за один сезон миграции проходят десятки тысяч. Каждая метка — это еще одна точка на карте, еще один маленький кусочек ответа на вопрос, где именно рыба теряется. Без этих данных инженеры просто гадали бы вслепую, какую часть плотины улучшать в первую очередь. Только даже самый удачный рыбоход не превращает плотину обратно в свободную реку. Пока вода стоит в водохранилище, а не бежит открытым руслом, меняется вообще все вокруг. Скорость течения падает почти до нуля. Температура воды становится другой, теплее у поверхности и холоднее в глубине. Количество растворенного кислорода снижается. Перенос песка и гальки, из которой рыба строит гнезда для икры, почти прекращается. Весь этот материал оседает на дне водохранилища, вместо того, чтобы двигаться дальше по реке. Сами привычные места нереста могут просто исчезнуть под слоем ила за несколько десятилетий. Есть и менее очевидный эффект. Вода в глубоком водохранилище расслаивается на теплый верхний и холодный нижний слои, а когда ее сбрасывают через плотину, рыба ниже по течению внезапно получает воду совсем не той температуры, к которой привыкла на протяжении тысяч лет. Для рыбы, у которой весь жизненный цикл — нерест, вылупление икры, скат молоди — завязан на сезонную температуру воды, разница в несколько градусов может сдвинуть все сроки и сбить весь график размножения на годы вперед. Рыба способна успешно подняться по лестнице, пройти через лифт, миновать турбину живой и все равно не найти внизу или наверху ту самую реку, которую помнит с детства. Пройти плотину не значит вернуть экосистему в прежнее состояние. В 2012 году в США начали разбирать плотину Элва на одноименной реке в штате Вашингтон. На тот момент это был крупнейший в истории проект по демонтажу дамбы ради восстановления реки. Сооружению было почти 100 лет, и оно полностью перекрывало путь лососю больше 90 лет подряд. Через несколько лет после сноса лосось снова поднялся туда, где его не видели почти век. Река сама, без единой лестницы и без единого лифта, размыла старое дно, вынесла ил, восстановила гравийные отмели для нереста. Иногда самый эффективный рыбоход — это вообще убрать плотину. Именно поэтому во многих странах строительство рыбохода давно перестало быть жестом доброй воли компании-владельца ГЭС. Это требование закона. В Евросоюзе действует директива, обязывающая восстанавливать проходимость рек для мигрирующих видов.
США владелец плотины обязан согласовывать рыбопропускные сооружения при получении или продлении федеральной лицензии на эксплуатацию станции. Без этого условия работать ей просто не разрешат. Чаще всего компании тратят те самые десятки миллионов на лестницу, лифт или обходной канал именно под давлением закона. Биология тут идет вторым аргументом. Лестница, щелевой проход, искусственный ручей, лифт, грузовик, пневматическая труба, решетки, байпасы, метки размером с рисовое зерно. Теперь соединим все точки. Каждое из этих решений придумано ради одной задачи – провести живое существо сквозь машину, которая построена совсем для другого. Плотина не проектировалась как дверь, она проектировалась как стена. Все остальное – заплатки, которые люди ставят задним числом, иногда через полвека после стройки. Один лосось. Несколько лет в открытом океане вдалеке от родных берегов. Сотни, иногда тысячи километров пути обратно к устью реки, которую он помнит буквально на клеточном уровне. Хищники по дороге, рыболовные сети, естественные пороги, и в самом конце маршрута внезапно бетонная стена высотой с многоэтажный дом, которой не было еще 100 лет назад. Дальше вся судьба этой конкретной рыбы зависит от одной единственной детали. Догадались ли инженеры поставить для нее узкий поток воды именно там, где нужно? Плотина строилась ради света в домах, ради заводов, ради городов ниже по течению. Никто не спрашивал у реки согласия. И вот теперь целая инженерная дисциплина. Лестницы, лифты, грузовики с цистернами, пневматические пушки, датчики размером с рисовое зерно существуют ради того, чтобы хоть немного вернуть долг тем, кто плавал этим маршрутом задолго до первого бетонного блока. Вот и вся драма современной реки. Миллионы лет эволюции и миграции против пары десятков лет проектирования гидросооружений. А как думаете вы, стоит ли вообще строить огромные плотины там, где проходят такие маршруты? Или цена для дикой природы всегда выше энергетической выгоды? Ищите свою версию в комментариях. Тема реально спорная, и правильного ответа тут, скорее всего, просто не существует. Если разбор оказался интересным, ставьте лайк, это помогает каналу больше, чем кажется. И подписывайтесь, дальше будут еще разборы больших инженерных решений, о которых обычно никто не задумывается, пока не увидит, что скрыто внутри.